Всем привет! Сегодня ночью вышел долгожданный дебютный альбом Lil Pump, получивший название Harvard Dropout, и сегодня мы разберем его. В альбом вошло 16 треков, 6 из которых мы уже слышали. Помимо самого Пампа, на альбоме можем услышать таких исполнителей, как Kanye West, Smokepurpp, Offset, Quavo, Lil Uzi Vert, Lil Wayne, 2 Chainz и YG. На обложке альбома Pump, одетый в форму выпускника университета, сидит на кресле и вырывает страницы с книги. На самой же форме намеренно сделана ошибка, и слово Harvard написано через «е». Сделано для того, чтобы избежать судебного иска со стороны Гарвардского университета. Альбом открывает трек под названием Dropout. Эта песня, как и весь альбом, появилась благодаря вирусному мему из Твиттера, в котором говорилось, что Памп выбыл из Гарварда для того, чтобы спасти рэп-игру. Сам же трек спродюсировал Диабло. Второй трек носит название «На А», в котором Памп читает о наркотиках и шлюхах. Трек спродюсировали Дэнни Вульф и Мисоги. Третий трек — это один из главных хитов Lil Pump, а именно фит с Kanye West'ом I Love It, в котором они читают о шлюхах под бит, написанный Kanye, Ronnie G, Кларком Кентом и CB Mix. Следующий трек называется Ion, а на фите располагается Smokepurpp. Честно говоря, я давно ждал этот трек, и мои ожидания оправдались. В треке Pump и Purpp читают о деньгах и своей беззаботной жизни под бит Diablo, CB Mix и Elau. Пятый трек — это фит с Offset'ом под названием Фашо Фашо, сниппет которого уже достаточно долгое время гулял по сети. В самом треке Pump и Offset читают о своем богатстве и сексуальных отношениях. Трек спродюсировал CB Mix. Шестой трек носит название Rex on Rex, экранизацию которого мы увидели в конце января. В нем Pump, как обычно, читает о своем богатстве, дизайнерской одежде и наркотиках. Трек спродюсировали Diablo и Diamond Pistols. Седьмой трек называется Off-White, что отсылает нас к итальянскому бренду стритвира. В треке также находятся отсылки к Fortnite и сериалу iCarly. Трек спродюсировал Thank You Fizly. Восьмой трек под названием Butterfly Doors также обзавелся экранизацией в январе. В треке Pump хвастается своей коллекцией машин с вертикально открывающимися дверьми. Трек спродюсировал CB Mix. Девятый трек — это фит с Quavo, который называется Too Much Ice. В нем Pump и Quavo рассказывают нам о своих коллекциях ювелирных украшений. Трек спродюсировал DJ 3 Gatti. Десятый трек — это вышедший в 2018 мультимиллионер с Lil Uzi Vert'ом на фите. В треке, как можно понять по названию, исполнители рассказывают о своем богатом состоянии. Трек спродюсировали Hanzo, Дэнни Вульф и Дилип. 11-й трек называется Vroom Vroom Vroom. В треке Pump читает о машинах, к чему нас отсылает название. Трек спродюсировал Ronnie G. 12-й трек вышел за день до релиза альбома. Это фит с Lil Wayne'ом, который называется Be Like Me. В нем Pump читает о своих подражателях, которые пытаются украсть его стиль. Эта тема имеет вес после раскрытия Lil Pump плана, который лейблы используют для того, чтобы другим артистам стать вирусными. Однако в своем куплете Визи говорит о поколении рэперов, которых он сильно вдохновил, в том числе и о Lil Pump. А после выхода альбома вышел клип на эту композицию. Трек спродюсировал CB Mix. 13-й трек носит название Stripper Name, а на фите мы можем услышать 2 Chainz, а также YG. В треке исполнители читают о стриптизершах, настоящих имен которых они не знают, но зато знают стриптизерский псевдоним. Трек спродюсировал Thank You Fizly. 14-й трек называется Drug Addicts и также имеет экранизацию, вышедшую прошлым летом. Бит для трека написали D-Money и Bobby Winch. В самом же треке Pump читает о том, что он наркозависимый, как и каждый в его отряде. 15-й трек — это очередной вышедший ранее и обзавевшийся своей экранизацией хит под названием Ashkerit.
В треке неоднократно повторяется знаменитый клип Lil Pump Ash Get It, который является невнятным произнесением фразы Let's Get It, что в переводе на русский означает что-то типа «давай получим это». В самом треке затрагиваются типичные темы Lil Pump, а именно дизайнерская одежда, девушки, наркотики и автомобили. И для трека написал сам Lil Pump совместно с CB Mix. Что примечательно, это первый трек, который Pump спродюсировал сам. Заключающий трек альбома называется Who That. В нем Pump читает о деньгах и девушках. Бит написал CB Mix. Ну что ж, если подводить какие-то итоги, то Harvard Dropout вполне хитовый альбом, треки которого будут еще долгое время стоять на репите у многих слушателей. И хотя этот альбом не подойдет для любителей треков со смыслом из-за типичных повторяющихся тем и отсутствия этого самого смысла, он все равно, как по мне, должен получить широкую известность. А что вы думаете об этом альбоме? Пишите в комментарии. А с вами был Козлов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.